Добрый день, дорогие мои! Сегодня я вам покажу, сколько и каких элементов нужно для спинки и полочки. Только для спинки и полочки. Про рукава у меня уже видео было раньше. Я использовала 6 мотков. 6 мотков по 50 грамм вот этих вот ниток. И вот все, что у меня осталось, это на мой маленький размер, на блузку с длинным рукавом. Поэтому это 300 грамм ниток. Также у меня вот таких вот ниток уже ушло 2 мотка на сетку, но сетка еще не закончена. То есть ориентировочно нужно 3 вот таких мотка для отшивания сеточки. Очень-очень хочу обратить ваше внимание, что все эти расчеты элементов и количество ниток приводятся только для примера, только для моего изделия, моего размера. Вот смотрите, бедра 48, грудь еще меньше. Грудь получается 43 сантиметра. И длина очень маленькая. У меня рост 152 сантиметра, поэтому длина блузки тоже маленькая. Поэтому, подбирая количество ниток и количество элементов, вам все равно нужно ориентироваться на ваш размер. Сейчас я хочу сделать отступление по поводу выточек. То есть у меня размер небольшой, это где-то 88 объем груди, но тем не менее выточка есть. И меня очень часто спрашивают, как работать с выточками. Обратите внимание, что у меня макет полностью собран, да, то есть полностью пошита спинка и полочка из основной ткани, из хлопчатобумажной ткани, которая не растягивается. После отшитой сеточки вы можете обратить внимание, что немножечко это стягивается, да, вы видите, немножечко вот морщит. Поэтому вносите корректировку в выкройку, давайте 2-3 сантиметра припуска на ширину и на длину, за счет того, что сеточка будет стягиваться. Вот смотрите район выточки, да, каждый небольшой участок, он плоский. Допустим, вот этот плоский участок. Дальше, вот эта вот середина между выточками, это тоже плоский участок. Если взять вот передвинуть вот сюда, вот этот вот угол между выточками, это тоже плоский участок. Чтобы отшить эти участки, используйте вот такой вот планшет. То есть этот планшет вы подкладываете под какой-то небольшой участок плоский. Вот смотрите, вот плоская часть. Вот, допустим, вот этот кусочек выточки, да, и вы можете растянуть вот этот вот участок равномерно на планшете, закрепить его булавками и отшить здесь сеточку. Но, естественно, это я вам показываю с изнанки для того, чтобы вы понимали, где вот у нас проходит выточка под грудью, где проходит выточка боковая в груди, да. И вот вы вот этот плоский участок ровненько натянули, отшили здесь сеточку. Сняли, передвинули на другой плоский участок. Выровняйте выточки, вот, выровняйте, растяните, приколите и отшивайте вот этот вот участок, допустим, между вот этими вот центральными выточками. Он у вас плоский. Отошьете этот участок, передвигаете планшет, допустим, на горловину. И вот так вот участок за участком, каждый плоский участок вы будете отшивать маленькими кусочками на планшете. В итоге у вас получится цельное полотно. Вы его отшивали маленькими кусочками, а в итоге вы получаете вот такую вот вещь, уже подогнанную по вашей фигуре. Все, лирическое отступление насчет выточек закончено. Теперь давайте сосчитаем все элементы и посмотрим их размещение. Для горловины вам нужно связать шнур с узелками в соответствии с длиной, величиной вашей горловины. Вот он приблизительно вот так вот выглядит, да, с лицевой стороны. Дальше, вокруг горловины у меня расположены элементы подковы. Вот подковы. Спереди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. И также они расположены по спинке, еще 5 штук. То есть всего 12 элементов подков. В центре каждой подковы
размещена маленькая ягодка. Но эта маленькая ягодка уже у меня связана другими нитками, вот этими вот нитками, более тонкими, которыми я делаю сеточку. И поэтому ягодка получается такая вот очень маленькая. И она без ничего, просто маленькая ягодка. Вот здесь вот в районе груди выточки расположены композиции с длинными листиками. Вот смотрите, вот такой вот длинный листик. Здесь 3 листика. И с этой стороны тоже 3 листика. Вот всего здесь 6 листиков. Больше их нигде нету. Дальше давайте опустимся вниз. Вот приблизительно в районе талии расположен вот такой вот элемент, цветочек в обрамлении 2 шнурков. Вот один на полочке и второй такой же цветок вот где-то посередине спинки. Вот посередине спинки такой же вот цветок. Теперь давайте сосчитаем вот эти вот большие цветки, они такие вот плоские. Вот по низу 1, 2, 3, 4, 5 на полочке. Вот 6, 7, 8, 9. И с этой стороны точно так же размещены 10, 11, 12, 13. Вот всего таких цветков 13 штук. Вот на полочке тоже вот вверху и внизу вот от этого большого элемента расположены спиральные цветки. На полочке их 2 штуки, вот один и второй. И на спинке вот один такой большой цветок ближе к низу, да, вот. Всего получается 3 спиральных цветка. И вот давайте сразу же от этого спирального цветка я вам покажу композицию из завитков. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 завиток. То есть 6 пар завитков. Они связаны симметрично. Каждый завиток я пришила к другому вот в районе второй арочки, да, и вот они вот так вместе сшиты и составляют вот такую вот композицию из завитков. Это по спине. Вот именно на спинке у меня такая вот композиция. Итак, всего их 6 левых и 6 правых. Дальше давайте посмотрим расположение маленьких цветочков. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 маленьких цветочков. Это на спинке. Теперь смотрите. Вот бочок, на нем расположен вот такой большой красивый элемент. У него в центре тоже расположен такой цветок. Это 7. И с этой стороны 8. Да? Переходим на полочку. На полочке в центре вот этой композиции 9, 10. Вдоль горловины 11, 12, 13, 14. Дальше 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот всего 20 вот таких вот маленьких цветков. Дальше давайте посмотрим низ изделия. Внизу изделия расположена вот такая вот ракушечка. И к ней пришиты вот такие вот шнурочки. Всего по низу изделия 8 таких ракушек. 8 ракушек и 8 шнурков. Сейчас я вам покажу композиции из лепестков. У меня их очень много. Вот смотрите. На боку композиция из 6 лепестков. Здесь они в одну сторону, с другого бока в другую сторону. Дальше по низу полочки идут также композиции. Один полуцветок и 3 лепестка. Вот одна композиция, вот вторая композиция, вот третья композиция и 4-я композиция. Вот они так по низу расположены. Итого вот таких вот лепестков у вас должно быть связано по 12 штук, левых и правых. Теперь давайте посмотрим композицию из прямых листиков. То есть здесь 3 листика, здесь 3 листика. Это 6 листиков. Теперь по спинке давайте посмотрим. Вот здесь композиция 3 листика и здесь 3 листика. И внизу, вот чуть ниже, еще 3 листика.
То есть 5 композиций по 3 листочка. Это 15 листиков прямых нужно связать. Композицию из листиков скрепляет полуцветок. Полуцветок из 3 лепестков. Вот один полуцветок. Вот здесь второй, третий. Вот здесь 4, 5, 6 и 7. То есть на спинке полочки 7 полуцветков. И вот еще давайте посмотрим ягодки. Вот эти вот ягодки я вяжу уже в конце, когда начинаю собирать композицию. То есть когда я вижу пространство, которое мне не хочется, чтобы оно много сетки здесь было, я добавляю сюда вот такие вот элементы маленькие, типа ягодок. Вот смотрите, здесь 2, здесь и здесь, да, здесь и здесь. Вот это уже 6 штук. Давайте посмотрим спинку. На спинке тоже вот расположено вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, 6 ягодок вот здесь вот. Насколько плотно у вас будет заполнено пространство элементами или сеткой, это тоже как бы вы решаете сами. А и вот еще здесь ягодка. Всего я насчитала 13 ягодок у меня на спинке и на полочке. Давайте я еще раз медленно покажу вам спинку. Вот смотрите, спинка, расположение элементов, да, завитки, ягодки. Вот, смотрите, спинка. Вот, расположение элементов на спинке. И давайте полочку посмотрим. Расположение элементов на полочке, чтобы у вас была идея для вдохновения, как это можно разместить. Вот такая вот полочка у меня получается. Вот. Надеюсь, вам полезно мое видео. Я вдохновила вас на создание ваших шедевров. Желаю вам всего самого хорошего. До свидания.